Это когда женщина не может выйти замуж. Это связано, скорее всего, с определенной первопричиной. Я думаю, она все-таки существует, и кроется она в словах, которые когда-либо сказала либо сама себе женщина, либо в шутку какая-то подружка, либо кто-либо из близких данной женщины. Эти слова звучали так: ты никому не нужна, или кому ты нужна. И после этого либо женщина сама себе сказала эти слова, либо близкие сказали, либо в виде издевки или подколки или критики сказал какой-нибудь мужчина или знакомый, или незнакомый. И это является первопричиной того, что женщины потом в дальнейшем появляется вот такая проблема: она не может выйти замуж. Избавиться от этого чрезвычайно сложного, как считают люди, проклятия, можно двумя словами. Каждый вечер перед сном с открытыми глазами нужно сказать: я очень нужна мужчинам. Я очень нужна мужчинам. И после этого лечь спать. Если вы будете делать это, ну, хотя бы одну неделю, вы увидите, насколько изменится отношение по отношению к вам. Почему женщины не выходят замуж? Почему? Дело в том, что у каждой женщины есть определенное качество. Это качество, которое называется разочарование. Очень часто женщины разочаровываются. И это происходит уже на первой встрече. Я объясню вам почему. Дело в том, что вот это разочарование, когда женщина один раз встретилась с мужчиной и после этого говорит: я разочарована, я никому не нужна, или мне не нужны они. Это и есть те слова, которые являются тем, что потом приведет к тому, что она никогда не сможет найти любимого человека. Что это за разочарование? Почему они происходят? Если какая-то причина, она есть. Это в фактическом, закоренелом аксиоме, которая есть у каждой женщины. Это аксиома проблема, но с которой справиться невозможно. Если бы ее не было, то женщина не была бы женщиной. Эта аксиома звучит так: каждый раз, когда женщина идет навстречу, то она видит в этом человеке незнакомого, не кого-либо, а если это мужчина, то она видит в него мужа. То есть каждый раз, когда женщина встречается с мужчиной, даже если это просто так встреча, просто поговорить или просто посидеть, она видит в этом человеке фактически мужа. Естественно, если не совпадают у них вибрации, если не совпадают идеи, если не совпадают поведение человека или ее поведение не нравится мужчине, то между ними происходит разрыв. И это фактически приводит женщину к тому, что она разочаровывается и говорит: я не нужна, все мужчины такие. И это фактически приводит в дальнейшем к тому, что такая женщина, ну, ей очень сложно воспринимать потом мужчин в априори как людей нормальных. Но это же ничего не значит. Если рассмотреть данный концепт, то можно сказать, что женщина, которая не будет на каждой встрече глядеть на мужчину или думать о мужчине как о потенциальном муже, ну, для нее выбор любимого мужчины будет проще, и, скорее всего, в жизни состоится однозначно любовь, и однозначно появятся очень хорошие отношения. Но это, наверное, пункт 1, который очень часто интересует женщин. Ну, наверное, пункт 2. Почему женщины не могут жить с мужчинами? В чем эта проблема заключается? И я ее тоже понимаю с позиции эзотерики. Она банально и буквально как бы лежит на поверхности. У каждой женщины есть качество такое. Это качество отношения по отношению к тем людям, которые находятся в ее семье, как к ребенку. И особенность женщины заключается в том, что если она начинает жить с мужчиной, то рано или поздно, для того, чтобы жизнь была прекрасной, ей придется все равно относиться к этому мужчине не как к мужчине, а как к ребенку. Вот в случае, или как к своим детям. В случае, если это качество формируется, если женщина может настроить себя на то, чтобы так относиться к мужчине, то тогда жизнь налаживается, и она становится замечательной. Но если женщина старается относиться к мужчине так, как будто он мужчина, то есть он обязан, он должен, то это в дальнейшем приводит рано или поздно к тому, что между ними происходит разрыв отношений, и вот появляется ряд каких-то проблемных состояний.